Марк Туллий Цицерон. Римский политический деятель, оратор, философ, ученый. Счастливая жизнь начинается со спокойствия ума. Малую цену имеет оружие вне страны, если нет благоразумия дома. Лицо – зеркало души. Если стремиться стать первым, то не позорно быть и вторым, и третьим. Где хорошо, там и отечество. Ни водой, ни огнем мы не пользуемся так часто, как дружбой. Дружба возможна только между честными людьми. Красноречие – это свет, который придает блеск уму. Враги всегда говорят правду, друзья – никогда. Я не в состоянии забыть то, о чем желал бы не помнить. Каждому человеку свойственно ошибаться, но никому, кроме глупца, не свойственно упорствовать в ошибке. Чем честнее человек, тем меньше он подозревает других в бесчестности. Низкая душа предполагает всегда и самые низкие побуждения у благородных поступков. Улыбка не стоит ничего, а сколько она дает. Она притягивает счастье в дом и увеличивает количество друзей. Только в одном случае нам нечего бояться оскорбить друга. Это когда дело идет о том, чтобы высказать ему правду и таким образом доказать ему свою верность. Когда нечем гордиться в настоящем, хвастаются вчерашними заслугами. Болезни мысли губительнее и встречаются чаще, чем болезни тела. Влюбленный в себя соперников не имеет. Взяточники должны трепетать, если они наворовали лишь сколько нужно для них самих. Когда же они награбили достаточно для того, чтобы поделиться с другими, то им нечего более бояться. Чем ближе крах империи, тем безумнее ее законы. Фортуна не только сама слепа, но и ослепляет каждого, кого заключит в объятия. Всякий, у кого есть библиотека и сад, не нуждается больше ни в чем. Кто страдал, тот не забудет. Смерть не имеет отношения ни к мертвым, ни к живым. Одних уж нет, а других она не касается. Если боль мучительна, она не продолжительна, а если продолжительна, то не мучительна. Дети забавляют себя тем или иным занятием даже тогда, когда ничего не делают.
Помни, что сильные страдания завершаются смертью, слабые дают нам частые передышки, а над умеренными мы владыки. Что может быть отраднее и свойственнее человеческой природе, чем остроумная и истинно просвещенная беседа? Как часто идем мы ради друга на то, на что ради самих себя никогда не пошли бы. Все желают достигнуть старости, а достигнув, ее же винят. Недостаточно овладеть премудростью, нужно также уметь пользоваться ею. Так как уединение и жизнь без друзей полны интриг и страха, то сам разум советует обзавестись дружбой. Невоздержанная молодость передает старости изношенное тело. Путь в подземное царство отовсюду одинаков. Все наши представления о любви к родителям, к детям, к близким родственникам выражены одним словом «отчизна». Всякий честный человек, не колеблясь, умрет за нее, если этим он может принести ей пользу. Разум – это хозяин и король всех вещей. Как много прелести утратило бы наше счастье, если бы никто не радовался вместе с нами. Как трудно было бы перенести наше несчастье без друга, который испытывает их еще сильнее нас. Нет ничего более противного разуму и природе, чем случайность. Любовь к родителям – основа всех добродетелей. Найдется ли такой человек, который, бросая дротик целый день напролет, не попадет хоть разок в цель? Кто настолько глух, что даже от друга не хочет услышать правды, тот безнадежен. Самое главное украшение человека – чистая совесть. Стремление к деятельности крепнет с годами. Для государства полезно, чтобы знатные люди были достойны своих предков. Воспоминание о былых страданиях, когда находишься в безопасности, доставляет удовольствие. Много есть степеней общности людей, например, общность языка или происхождения. Но самой тесной, самой близкой и дорогой оказывается та связь, которая возникает в силу принадлежности к одной и той же гражданской общине. Родина и только она вмещает в себя общие привязанности. Величайшее из достоинств оратора – не только сказать то, что нужно, но и не сказать того, что не нужно. Каждый человек – отражение своего внутреннего мира. Как человек мыслит, такой он и есть. Не философы, а ловкие обманщики утверждают, что человек счастлив, когда может жить сообразно со своими желаниями. Это ложно.
Преступные желания – верх несчастья. Менее прискорбно не получить того, чего желаешь, чем достичь того, что преступно желать. Глупо рвать на себе волосы от горя, как будто горе уменьшится, если ваша голова станет лысой. В страхе больше зла, чем в предмете, которого вы боитесь. Кто знает, что первый закон истории – бояться какой бы то ни было лжи, а затем не бояться какой бы то ни было правды. Не быть жадным – уже богатство, не быть расточительным – доход. Дружба проникает в жизнь всех людей, но для сохранения ее порой приходится сносить и обиды. Не по дому следует почитать хозяина, а дом по хозяину. Из всех видов несправедливости все же наиболее преступна несправедливость со стороны тех, кто, прибегая к обману, старается казаться честными людьми. Глупо быть жадным в преклонном возрасте, что может быть абсурднее путника, который все увеличивает свои запасы на дорогу, все ближе подходя к ее концу. Напишите, пожалуйста, в комментарии, какая из цитат вам больше всего понравилась. Пожалуйста, не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал.